Я боюсь представить, как упал трафик у фотостоков после того, как появилась возможность не покупать изображения, не покупать фотокарточки, а их генерировать с помощью искусственного интеллекта, либо нейросетей. И теперь я не понимаю, да, зачем покупать, соответственно, те фотокарточки, когда можно сделать идеально подходящую фотокарточку, подходящее изображение под нашу задачу, убрать лишнее, либо что-то добавить. И все это буквально за несколько секунд. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача — это помогать предпринимателям, блогерам, фрилансерам, да и вообще обычным людям использовать искусственный интеллект в качестве личного помощника, делегировать ему рутинные какие-то задачи, экономить на этом огромное количество времени и денег. В этом видео мы с вами разберемся с 5 генераторами изображений, которые дают бесплатный доступ для того, чтобы посмотреть, кто из этих, соответственно, генераторов справится лучше с той или иной задачей. Значит, какие генераторы изображений мы с вами будем использовать? Я анализировал большое количество генераторов изображений, выбрал 5 наиболее подходящих, на мой взгляд, под нашу задачу. Первое, конечно же, это Midjourney. Конечно, да, Midjourney — это не бесплатный генератор изображений, но у него есть возможность при регистрации нового аккаунта создавать несколько изображений бесплатно. Поэтому его тоже можно отнести к условно бесплатным. Второй генератор изображений — это DALL-E. DALL-E я буду использовать не через ChatGPT, потому что DALL-E в ChatGPT все-таки это платная версия, а мы здесь договорились с вами работать с бесплатными версиями. Поэтому я буду использовать DALL-E через браузер, через сайт Bing, то есть через Copilot от Bing. Значит, здесь встроен DALL-E, если не ошибаюсь, последняя версия, и, соответственно, мы через него будем генерировать изображение. Третий генератор изображений я взял Dream Studio, то есть это генератор изображений, он достаточно простой, но в одних из рейтингов он занимает достаточно высокие места. Четвертый генератор изображений — это Leonardo. Я им не пользуюсь, поэтому для меня здесь немножко все в новинку. Я здесь включил все максимальные, соответственно, возможности. И пятый генератор изображений — это у нас будет генератор изображений от Шедевром, от Яндекса. То есть вот этот вот генератор изображений, он работает, к сожалению, только на мобильных устройствах, поэтому на мобильном устройстве будет отображаться вот таким вот образом. Я еще взял Photoshop просто ради интереса. Photoshop, генератор изображения от Photoshop, конечно же, он платный, потому что сам Photoshop платный, но тем не менее я сюда тоже закину пару промптов, и мы посмотрим, как, соответственно, с этими задачами справляется тот или иной генератор изображений. Еще хочу сказать, что я также буду использовать свой чат. Это чат сообщества АИ помощников, это канал в Телеграме. Ссылка находится под этим видео. Значит, что здесь меня интересует? Здесь у меня собрано огромное количество промптов, то есть для генератора изображений, для промптов для любых других искусственных интеллектов на русском, на английском языке. И, соответственно, у нас есть чат общения для общения по теме искусственного интеллекта. Есть большое количество видео, базы таблиц, базы данных, всякие персонажи, персонализированные помощники, ссылки на приложения, ссылки на сервисы, в которых внедрен искусственный интеллект, которые мы будем использовать. Также есть всякие технические инструкции, как зарегистрироваться, какой VPN выбрать. То есть все это есть в нашем телеграм-чате. Ссылка на то, как попасть в телеграм-чат, есть в моем основном канале под этим видео. Поэтому все промпты, которые мы будем использовать, я, соответственно, буду брать с этого чата. Значит, я все же подхожу к делу, наверное, больше с маркетинговой точки зрения, поэтому я буду выбирать промпты, которые более-менее подходят под какие-либо маркетинговые задачи. И первый промпт я видел, как стало одно из видео популярных о том, как, соответственно, создавать такие 3D-аватарки, поэтому я решил начать именно с этого промпта. Я его взял также с нашего чата. Сейчас давайте этот промпт закинем для начала в Photoshop, для того, чтобы посмотреть, что он нам предложит по этому промпту. Значит, здесь есть генеративная заливка, я просто сюда вставляю этот промпт. Ну и, конечно, вставляю этот промпт в Шедеврум, сейчас вставлю, и во все остальные искусственные интеллекты. Значит, в Midjourney это будет промпт, в Copilot это будет промпт, в ChatGPT такой промпт.
Значит, Dream Studio. Dream Studio я выбрал, соответственно, я не выбрал стиль, но давайте посмотрим, как он справится без стиля. Если что, какой-нибудь стиль добавим. Добавляем сюда этот промпт. Отправляем в Leonardo. Мы также в Leonardo я включил все максимальные возможные настройки. И, соответственно, здесь уже этот промпт тоже вставлен. И мы также генерируем. Leonardo, кстати, нам дает 150 монет для генерации в день. То есть, если так подумать, то мы можем использовать абсолютно любые сервисы для того, чтобы нам генерировалось изображение. Давайте сейчас с каждым сервисом посмотрим, как он справился. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе описания, ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге и в личной жизни. Так, мы еще не закинули в Шедевриум, значит, изображение. Давайте включим Шедевриум, чтобы вы тоже могли видеть, что здесь происходит. И, соответственно, сюда вставляем этот промпт. Отправляем, пока он тоже будет генерировать, там, 50 секунд. Значит, да, почему я сказал, что версия с Photoshop, она не лучшая. Посмотрите, да, что нам предложил Photoshop. Ну, это, конечно, интересно, забавно, но, на мой взгляд, не отображает какой-то сути. Photoshop, кстати, очень круто использовать, когда нужно догенерировать какое-то изображение. Например, я, когда делаю обложку для своего видео, я могу какие-то элементы убрать. Например, вот этот вот выключатель, можно с помощью Photoshop просто выделить его и, соответственно, убрать, и его, соответственно, не будет на изображением. Но давайте спрашивать, поэтому Photoshop круто использовать для какой-то области, для того, чтобы убрать какую-то область той или иной заливки, того или иного изображения. С остальными задачами, как мы видим, он справляется не очень классно. Окей, значит, давайте посмотрим, что нам предложил для начала Midjourney. То есть мы посмотрим Midjourney, какие изображения он нам предложил. То есть смотрите, да, справился, в принципе, достаточно интересно. Сюда еще не подгрузились эти изображения. Нет, подгрузились. Вот мы можем их посмотреть. Да, вот это вот нам сгенерировал Midjourney. Какой-то интересный логотип Apple. Вот. Это все нам сгенерировал, соответственно, Midjourney. Конечно, мы можем выбрать какое-то изображение, добавить в нем детализации, вот, но сейчас этим заниматься не будем, просто посмотрим. Значит, что нам предложил Dall-E? Значит, это изображение, да, мы его попросили сделать изображение девушки, которая сидит с логотипом Telegram. Ну, достаточно уже интереснее, да. Конечно же, здесь есть размытие от логотипа Telegram, вот это вот что-то непонятное. Вот, но в принципе справился он с задачей отлично. Вот это вот изображение просто, на мой взгляд, супер. Да? Можно здесь подкорректировать имя. Мы вбили имя Гафи Мигуру. Значит, здесь можно изменить на наше собственное имя и получить, соответственно, такой себе забавный логотип для своих социальных сетей. Значит, чат GPT справился с задачей тоже достаточно интересно. То есть он также добавил логотип, добавил девушку, сидящую на знаке Telegram. Чат GPT, то есть Dall-E справился тоже неплохо. Dream Studio справился. Вот, знаете, говорят, что Dream Studio очень крутой сервис. Я сам им не пользовался, просто нашел в рейтингах. Но смотрите, да, вот здесь сразу же хочу сказать, что здесь как-то странно проработаны руки. То есть здесь колено у девушки интересное, рука странно проработана. Здесь вообще рука заходит в колено, в штанину, и потом она куда-то сюда продолжается. Здесь тоже не совсем понятно, как эта нога оказалась здесь. Ой, здесь тоже что-то поплыло, поехало не туда. Здесь сколько пальцев у девушки, огромное количество, и, соответственно, Джордан переместился сюда. И знака Telegram я, соответственно, не вижу. На мой взгляд, Dream Studio пока самый плохой вариант из всех тех, что мы увидели. Значит, что у нас предложил Леонардо? Леонардо сделал такое изображение, сейчас он подгружает его. Давайте пока посмотрим, что нам предложил Шедевриум, да, пока Леонардо подгружает и загружает.
Значит, Шедевриум тоже предложил варианты. Так, здесь мне нужно на телефоне смотреть. Да, могу ли я выбрать? Так, нет, вот детализация повыше пошла. Вот, но здесь я не вижу тоже знака Telegram. Я не вижу девушки руки. Она, рука куда-то одна ушла, вторая тоже куда-то пропала. Но, в принципе, визуально он справился намного лучше, конечно, чем Photoshop, и получше, чем тот же там Photoshop. И так, здесь все еще не прогрузилась детализация. Давайте, если мы попробуем ее скачать. Вот. Здесь, кстати, вот у Леонардо есть возможность редактировать это изображение. То есть мы можем его добавить какие-то элементы убрать. Количество пальцев вот меня здесь тоже беспокоит. В остальном тоже нету логотипа Telegram. Это тоже небольшой минус. Вот. Если смотреть, здесь у нас тоже не было логотипа Telegram, были какие-то интересные. На мой взгляд, лучше всего справился, скорее всего, это Copilot, да, и Dali. То есть, смотрите, да, изображение. Здесь тоже с руками небольшие проблемы. По необходимым задачам, на мой взгляд, справился лучше всего именно Dali. Да, тоже хорошо справился, мне кажется, да. То есть, но единственное, вот эта вот нога, мне кажется, она неправильно. То есть их нужно поменять местами, наверное, ноги. Вот, но вот этот вот Дали, он справился, на мой взгляд, лучше, чем остальные. Значит, следующее изображение. Давайте выберем следующее изображение. Мне кажется, вот это вот неплохое изображение. Мы его скопируем и также, соответственно, будем использовать для нашего теста. Давайте, как всегда, для начала попробуем, что нам предложит. Дадим еще один шанс, соответственно, в Photoshop. Сгенерируем изображение в Photoshop. И, конечно же, отправим задачи во все другие площадки. Значит, это у нас будет Midjourney. Это, значит, у нас будет... Все. И давайте посмотрим. Так, еще Шедевриум у нас, значит, остался. Все видели, что все честно. Вот он, Шедевриум. Нажимаем «Сгенерировать». Значит, смотрите, да, что он предложил опять. Ну, здесь уже, кстати, получше, да. Photoshop справился с более реалистичной задачей, уже получше. Вот здесь, конечно, интересно, но остальные запросы он выполнил уже получше, чем в прошлый раз. Значит, Шедевриум у нас все еще генерирует изображение. Значит, давайте с самого начала начнем. Значит, посмотрим, что нам предложил Midjourney. Midjourney еще генерирует, Copilot еще генерирует, ChatGPT предложил вот такой вот вариант. Не совсем, соответственно, понял задачу. Dream Studio, ну, по крайней мере, кстати, ChatGPT, по крайней мере, подобрал точно все слова, которые необходимо. Здесь, значит, слова были не подобраны, которые необходимо разместить. Что-то с глазами, да, вот у этой девушки. Они почему-то разного цвета и немножко напоминают кошкины глаза. Интересный вариант, который нам предложил Леонардо. Смотрите, возможно, особенность такая глаз, да, но в принципе, вот с глазом, да, немножко есть проблема с глазом. Вот, а так в остальном мне нравится. Ну и, конечно же, надпись. Надпись он сгенерировал тоже очень плохо. Copilot, значит, от ChatGPT генерировал текст хорошо. В принципе, да, в принципе, он изображение тоже сгенерировал достаточно интересно, хорошо. Значит, давайте посмотрим, что там у нас с Шедевриумом. Шедевриум это у нас... Значит, Шедевриум у нас подобрал... Ну, почему-то, видите, здесь нет возможности, либо я не знаю, как это сделать, но как-то выбрать изображение и посмотреть на него более детально. Но если так не присматриваться, то в принципе, Шедевриум тоже, задачи справился отлично. То есть я бы такое изображение вполне, то есть если мне нужен был какой-то такой рекламный креатив, я бы вполне использовал такое изображение. Конечно же, да, там нет надписи, но надпись уже можно было бы добавить в каком-нибудь фотошопе. Поэтому Шедевриум, да, почему нет? И, соответственно, Midjourney, да, который у нас немножко отстал. Сейчас посмотрим. Ну, Midjourney, конечно же, фотографии вообще шикарные. Логотип тоже нету текста на логотипе. Но фотографии, конечно, это как фотографии. Вот честно, Midjourney просто огонь. Да? Вот он из всех предложенных вариантов, конечно,
не вариант с Midjourney. На второе место я, конечно же, поставил бы Леонардо. Вот, но здесь проблема с глазом. На третье место я бы, наверное, поставил все-таки Шедевриум. И на четвертое уже... Четвертое, пятое, ну, наверное, все-таки четвертое бы Дали и пятое где-нибудь там Midjourney. Ой, и пятое, наверное, уже Dream Studio. То есть как-то так бы я разместил. Но в принципе вот с этой задачей уже справились все практически площадки намного лучше. Давайте сейчас выберем еще один вариант. Вот, давайте вот такой вот YouTube влогера разместим, посмотрим, соответственно, как с этой задачей справятся все. В том числе давайте к фотошопу тоже дадим еще один шанс. И сюда сгенерируем. И смотрите, что нам предложил, соответственно, вот Photoshop. Photoshop, кстати, вот на этом изображении мы можем показать, как редактироваться, как редактирует, например, Photoshop. Можем выбрать вот то, что нам не понравилось, нажать генеративная заливка, и он сейчас, соответственно, исправит то, что он здесь сделал. Либо выбрать этот момент, либо выбрать этого мужчину. Очень странно, да, как Photoshop видит, соответственно, человека, который занимается влогами в YouTube. Но, в принципе, нормально. То есть, видите, он убрал этот элемент, но почему-то оставил какую-то тень. Вот. И давайте вот так вот сделаем. Посмотрим, какие варианты он нам еще предложит. Значит, пока Photoshop генерирует нам изображение, мы посмотрим, что нам предложил Copilot. Вот. Он начал заниматься этим. Значит, чат GPT сделал вот такое вот изображение. Интересно, конечно, но это, наверное, не совсем то, что мы хотели увидеть. Ох ты, вот это вот Dream Studio, да? Смотрите, что здесь? Ну, блин, вот пальцы в Dream Studio, конечно, не проработана вот эта тема с пальцами. Уже не первый раз там рука заезжает на пальцы. Здесь пальцы вроде бы все окей, но вот изображения реально очень крутые, да? Ну, не все, конечно, но ну, очень странно, конечно. Вот Dream Studio чуть-чуть чего-то не хватает, на мой взгляд. Чуть-чуть чего-то не хватает, а так вот с первого взгляда кажется очень круто. Потом начинаешь присматриваться и кажется уже немножко не то. Значит, что у нас здесь? У нас здесь закончились, соответственно, наши возможности. Нет, вот он все-таки сгенерировал. Ох ты, вот это Леонардо, да, справился? Просто великолепно, мне кажется, да, какое, ну, реально детализация, качество, здесь все с глазами окей. Изображение высокой четкости, камера интересная, интересно подобрано, ну, вот. И пока он грузит, давайте с Шедевриум посмотрим, что он нам здесь предложил. Ну, Шедевриум... Вот если только вот это изображение, но справился, если честно, так, просто не очень хорошо. Вот, Midjourney, так, пальцы, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, ну, с пальцами тоже немножко как-то выглядит интересно, здесь тоже пальцы как-то выглядят несуразно, но, думаю, можно это подкорректировать, исправить. Пальцы, вот здесь уже лучше. Если бы это изображение было без пальцев, было бы еще круче. Но, на мой взгляд, конечно же, Леонардо здесь справился с этой задачей просто превосходно. На втором месте это и чат GPT нам мы посмотрели. Copilot, значит, он почему-то в поиск отправился. Ну, окей. Значит, лимиты, да, какие-то пришли. Хорошо. Значит, на мой взгляд, конечно же, на первом месте это Леонардо здесь. Здесь второй это Midjourney, да, только с пальцами проблему решать необходимо. Третье это... И третье, четвертое, вот они все... Вот третье, конечно, Dream Studio, но здесь тоже с руками проблему бы решить. И дальше уже идут все остальные. Все, в принципе, мы сейчас с вами сгенерировали несколько видов изображений, посмотрели, как это все работает. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Главное, не забывайте, что когда вы создаете либо генерируете изображение в каком-либо сервисе, ну невозможно с первого раза сделать все как бы идеально. Используйте разные сервисы, используйте разные варианты. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. С вами был Гризуевич.